Приветствую, друзья! Сегодня у нас очень интересная тема, которую вы вряд ли найдете на просторах интернета, и связана она с давлением топлива. На автомобиле очень завышена накопленная топливная коррекция, которая находится в большом плюсе. Также на автомобиле возможна детонация, автомобиль плохо едет на бензине, плохой запуск двигателя или запуск двигателя не с первого раза. И во всех этих проблемах в первую очередь виновата система топливоподачи и в частности топливный насос. Но, как правило, люди, которые задают этот вопрос, уже проверяли давление топлива, уже промывали и проверяли работу топливных форсунок, и, как правило, эти узлы уже вопросов не вызывают. Но я вам скажу, если при замере давления топлива показания ниже нормы, то это явно свидетельствует о том, что в топливном модуле имеются проблемы. Но в то же время, если манометр указывает нормальное давление, то есть давление топлива в норме, то это абсолютно не означает, что с топливным модулем у нас полный порядок. Я вам сейчас это наглядно покажу. Данная ситуация может возникнуть на множестве автомобилей, но для примера в этом видео будет использован автомобиль Chevrolet Lachetti с двигателем 1.8 SET, на котором топливная коррекция в очень большом плюсе, а давление топлива составляет 4 бара, что является нормой для данного автомобиля. И при прогазовках оно значительно не изменяется. То есть можно предположить, что с топливным модулем и с топливоподачей у нас полный порядок. Естественно, я первым делом перепроверил давление топлива, оно оказалось в норме, как и предполагалось. Работа форсунок не вызывала вопросов, поэтому было принято решение копать глубже. С похожими ситуациями я сталкиваюсь не впервые, поэтому первым делом, что я делаю, это смотрю, как качает топливный насос. Для этого необходимо отсоединить топливную магистраль от рампы, запустить топливный насос. Кстати, как это делать, я показывал в прошлом видео. Ссылка будет в описании и в первом прикрепленном комментарии. Я по опыту уже знаю, как должна выглядеть струя у нормально работающего топливного насоса. Поэтому даже на глаз можно определить, есть ли у нас проблемы с топливным модулем, либо их нет. Но чаще всего оказывается, что проблема именно в топливном модуле, хотя манометр нам обманчиво указывает, что давление топлива у нас в норме. Вот так должна выглядеть струя у нормально работающего топливного насоса. А вот теперь давайте же посмотрим, как работает насос на данном автомобиле. Для наглядности я использую 3-литровую банку, чтобы вам было хорошо видно, как работает топливный насос и какие у него проблемы. Как мы видим, струя неравномерная, она прерывается, и плюс ко всему периодически бензин идет с воздухом. И, как правило, данная ситуация означает то, что у нас проблемы не с самим насосом, а проблемы на входе насоса. То есть забит его фильтр, так называемая фильтр-сетка. Потому что давление у нас в норме, но струя у нас неравномерная и идет с воздухом. Поэтому в данной ситуации первым делом необходимо заменить фильтр на входе насоса. Как видим, фильтр в ужасном состоянии. Снаружи у него буквально куски грязи, поэтому данный фильтр однозначно требует замены. Меняем фильтр и собираем все обратно. Как поменять фильтр, я подробно покажу в одном из следующих видео. Как видим, друзья, такая, казалось бы, простая процедура, как слив бензина из топливного бака, позволяет оценить состояние топливной системы. Причем это касается не только вот такого случая, а также это дает возможность оценить чистоту топливной системы, наличие в ней мусора. Также это позволяет оценить производительность топливного насоса. Если вам интересно, как проверить производительность, то пишите в комментариях, я сниму такое видео. Ну а на этом все. Всем мира, ровных дорог и до следующих видео.